Южноафриканская республика или ЮАР – страна-лидер всевозможных мировых антирейтингов. Все сразу палят, что я иду, и все сразу видят, что я что-то снимаю. Они так прям показывают, что нельзя снимать, нельзя снимать. Место, где тебя могут ограбить, избить. Говорят, там наркоманы, там опасно, там людям нечего терять, и они непременно нас убьют и вообще будут злыми, агрессивными, и там можно идти только с вооруженной охраной. И даже убить средь бела дня просто так. Только что кто-то кинул бутылку. В ЮАР проживают больше всего ВИЧ-инфицированных в мире, почти 8 миллионов человек. Народ приходит употреблять наркотики. Всемирный банк из года в год называет Южную Африку страной с самым высоким уровнем экономического неравенства. Конечно, картина такая страшная. Почти 3/4 богатств государства сосредоточены в руках лишь 10% жителей ЮАР, а больше половины населения, 55%, живут за чертой бедности. Менее чем $83 в месяц. Это пластик, черный дым и воняет так. А дети сидят и греются в этом дыму. В ЮАР по-прежнему существует и неравенство расовое. Звучит дико, но цвет кожи по-прежнему влияет на то, будет ли у человека электричество и вода в доме или нет. Электричества у них нет, они используют огонь для готовки и для отопления. Кажется, в ЮАР лучше быть морским котиком, а не человеком. Практически дрессированные тут эти котики. Но несмотря на весь этот ужас и мрак, я все равно считаю ЮАР лучшей страной Африки. Такая красота вокруг. Тут вкусно, красиво, весело и очень контрастно. Африка – мой дом. Ставьте лайк. А еще подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, так об этом ролике узнает больше людей, а я смогу дальше радовать вас новыми крутыми видео. В общем, есть версия, что я не дойду и что я пропаду. Чтобы понять современную ЮАР, нужно перенестись на несколько десятилетий назад. На протяжении половины прошлого века все население страны делили по цвету кожи. Политика получила название апартеид или разделение. Коренное черное население было вынуждено жить в специальных выделенных зонах – бантустанах. Выезжать оттуда можно было только при наличии пропуска, например, для работы в белых районах. У выходцев из Европы был доступ к более качественному образованию и медицине. Черным, конечно, тоже разрешалось учиться и лечиться, но только качество услуг было гораздо хуже, чем у белых. У коренного населения были свои автобусы и даже свои туалеты. А в случаях, когда расовая принадлежность не была очевидна, проводился так называемый карандашный тест. Суть метода была в том, что в волосы человека вставляли карандаш. Если он в них застревал, значит испытуемого причисляли к цветным и лишали всех базовых прав. Продолжался весь этот ад до 1994 года. Протесты против апартеида стали происходить все чаще. В правительстве начали диалог с оппозицией. Получившее право голоса чернокожее большинство выбрало президентом активного борца с режимом Нельсона Манделу. Но и в обновленной Южной Африке никуда не делись проблемы с безработицей, преступностью и бедностью. Стоило мне уехать из Южной Африки, как там вспыхнули массовые беспорядки. Поводом послужило заключение в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Месяц назад его приговорили к 15 месяцам лишения свободы за неуважение к судебной системе. Часть населения решение суда поприветствовали. Но сторонники Зумы с таким положением дел не согласились и начали громить все, что видят. Для подавления беспорядков подключили армию. СМИ сообщают уже о более 70 погибших. Смерти в основном связаны с давками во время грабежей, а также со стрельбой и взрывами банкоматов. Арестованы свыше 1000 протестующих. Йоханнесбург называют одним из самых опасных городов в мире, хотя по числу убийств он уступает другим городам ЮАР. Особенно Кейптауну. Там за 2019 год убийств было в 1,5 раза больше, при том, что население Йоханнесбурга больше на 1 миллион человек. Но у Йоханнесбурга, или Йози, как его называют местные, много своих достоинств. Город серьезно затронуло такое явление, как бегство белых, которое только усилило падение режима апартеида в 1994 году. Когда белые стали покидать обжитой ими центр Йоханнесбурга, в освободившиеся районы хлынули африканские переселенцы из черных тауншипов. Многие здания оказались заброшены, деловые кварталы были захвачены уличными бандами. В результате в центре до сих пор популярны такие развлечения, как ограбление и изнасилование. А относительно безопасные зоны перемещаются по Йоханнесбургу вместе с белым населением.
Понта-Сити – это самое высокое жилое здание Йоханнесбурга и одна из городских достопримечательностей. В 70-е этот дом с необычной конструкцией полого цилиндра был одним из самых престижных в городе. Но уже в 80-е рост преступности в районе Хиллбрук изменил эту ситуацию. Жильцы разъехались. Понта-Сити захватили банды и сквотеры. Однако в нулевые здание решили вернуть к законопослушной жизни. Давайте посмотрим, как оно выглядит теперь. Кстати, баннер местного мобильного оператора Vodacom на самом верху 54-этажного здания считается самой высокой рекламой во всем южном полушарии. А вот уже указатель Понта-Сити. Так, тут только что кто-то кинул бутылку. Пока это самое страшное происшествие. Помимо просторных апартаментов, внутри был торговый центр, кинотеатр и боулинг. При желании с Понта-Сити можно было вообще не выходить. В первые годы своего существования он был настоящим городом в городе. Но буквально за 10 лет все изменилось. В 70-х здесь жило много европейцев. Правительство приглашало европейцев, потому что не хотело нанимать цветных людей на какую-либо работу, требующую высокой квалификации. Государство предпочитало привезти кого-то из-за границы, чем нанять цветных. Приезжие не особо соблюдали законы об апартеиде. Так что здесь жили и белые, и черные, и индусы. Правительству нужно было это как-то остановить. Поэтому в 85-м они решили отрезать эту зону. То есть здесь была прекращена любая экономическая активность. И здесь белые и черные жили вместе, что противоречило закону. Вы представляете, что происходит с местом, куда не вмешивается государство? Преступность возросла, люди начали уезжать, потому что не было даже базовых служб. Так что с 85-го года все состоятельные люди, все белые, стали уезжать. Поэтому уличные банды забрали себе заброшенные дома и начали нелегально сдавать их в аренду. Иначе говоря, они захватили здание. Из элитного комплекса для белых Понта-Сити превратился в вертикальные трущобы. Здесь можно было купить все, от наркотиков до пушки. Одно время здесь проживали 10 тысяч человек. Это в 3 раза больше того количества людей, которое здание могло вместить по первоначальному проекту. В конце 90-х годов Понта-Сити думали превратить в тюрьму. От идеи в итоге отказались. Но всем было очевидно, что с гигантскими трущобами нужно что-то делать. В нулевые здесь начали наводить порядок. Сейчас у нас внизу сидит охрана и строго следит за порядком. Так что здание больше не смогут захватить и превратить в трущобы. Но чуть позже я расскажу вам о захваченных зданиях. Хотя прежние жители так и не вернулись, маргиналы здесь тоже больше не живут. Теперь в Понта-Сити снимают жилье городские рабочие и студенты. Если попробуете открыть, не получится. Окно закрыто. Это сделано, чтобы люди больше не выбрасывали мусор во внутренний двор. Все окна заборели, теперь не сделаешь красивых фотографий, как выглядит этот потрясающий двор. А этот двор мог бы претендовать на звание вообще самого красивого двора. Но сфотографировать его или снять не получается, потому что окна грязные и все заварено. Так, можно только вот так вот посмотреть. Крыша, собственно. Окна вставили, мусор убрали. Но выглядит все равно жутковато, как после конца света. Неудивительно, что небоскреб облюбовали киношники. Понта-Сити мелькает в фильмах «Район номер 9», «Робот по имени Чаппи», а также в клипе рэпера Дрейка. Когда-то это место настолько было забито мусором, что гора отходов доходила до 14 этажа. 14 этаж — это на 3 этажа выше вот той лестницы. Мусора было столько, что он доставал до туда. Сюда было невозможно спуститься. Можете себе представить, как здесь пахло, как вообще все это выглядело?
Но потом здание начали восстанавливать. Нанимали рабочих, чтобы они своими руками выносили отсюда весь этот мусор. Никакая машина не могла сюда заехать. Поэтому пришлось нанимать людей, чтобы выносили все вручную. Очистить это место от мусора удалось только за 2,5 года. И вы даже не представляете, какого рода отходы здесь были. И трупы, и оружие, и крысы. Все самое мерзкое, что вы можете себе представить, прямо здесь. Вот так вот выглядит двор. Двор на самом деле потрясающий. То есть это вообще сложно описать, насколько удивительный здесь двор. И посмотрите наверх. Более 50 этажей, и остается только догадываться, как выглядит этот двор, когда раньше сверху на тебя падал мусор, трупы, оружие, я не знаю, что только, говорят, здесь не падало. Вот сейчас выглядит эта башня. Ну и сейчас здесь, конечно же, порядок. Сейчас здесь все красиво, все хорошо. В центре не хватает только красивой детской площадки. Вот, чтобы дети здесь играли и смотрели вверх на маленький кусочек неба. А так выглядит, конечно, все это дело максимально устрашающе. А теперь здесь даже вот есть мусорщики, которые все чистят. Такая вот красота. Сделали из одного из самых опасных мест, сделали такую вот туристическую достопримечательность. Вот, собственно, то, как надо работать с опасными районами. Теперь все приходят туристы, оставляют здесь деньги и любуются вот этим вот ужасающим зданием. Вот это вот был главным въездом, откуда заезжали машины. А теперь здесь сортируют мусор. Очень красиво разбирают стекло и занимаются переработкой мусора. А кто-то сидит на лавочке на солнышке и бухает. Ну а что еще делать в такую прекрасную погоду? Потрясающая парковка. Видимо, чтобы, я не знаю, вот это зачем, интересно? Это, видимо, чтобы снизу никто сюда не забрался. Это электрическая штука. То есть они какой-то электрозабор. И вот видно эту башню отсюда. Вот как часто бывает. Архитекторы рисовали. Думали, что здесь будет элитное жилье, что богатые люди будут жить в этом потрясающем доме, ходить тут в кафе, в рестораны и вообще потрясающе себя чувствовать. А в итоге оказался гадюшник. Самое опасное место в городе. И ничего хорошего. Потому что сразу видно, что архитектура говно. Ну, кстати, народ насчет мусора, если не особо парится, вот видны эти склоны, заваленные вот там стеклянными бутылками. И вот здесь стоят высотные дома, и видно, что народ выбрасывает просто мусор из окон. И получается вот не очень красиво. Если вот вниз сюда посмотреть, вот везде, где не убирают, такие вот стихийные свалки. Кстати, это здание до сих пор некоторые блогеры показывают, я смотрю там на ютубе, как самое опасное место в Йоханнесбурге, самое опасное здание в мире. Нагоняют жути, чтобы, видимо, собрать лайки и просмотры. Но мы-то, друзья, с вами будем честны. Конечно, здесь уже не опасно. Здесь можно взять вот тур, тебе нальют пиво, можно походить, можно посмотреть. Понятно, что это не самое безопасное место на свете, и даже наши проводники говорят, что может что-то случиться, могут, не знаю, там, выхватить что-то. Ну, и уже нет, конечно, такого криминала, который был раньше. И, в принципе, этот кейс вообще интересен с точки зрения, как вот бороться с такими вот криминальными местами. Как из загаженного вот такого вот клоповника с преступниками, наркоманами, они смогли сделать довольно чистый такой объект, где, по крайней мере, не страшно гулять. Так, ну вот какие-то вот эти вот ребята, они здесь сидят, они не выглядят дружелюбными. Это охрана. Охрана. Да, но с точки зрения охраны здесь, кстати, довольно так все серьезно. То есть есть такое прямо жесткое КПП в начале. Потом еще есть в самом здании непосредственно консьерж. И вход только по отпечаткам пальцев. Так, тут уже вон дети играют в футбол. Ну, кстати, парковщик здесь ходит такой потрясающий, просто фуражки со звездой. А вот, собственно, этот потрясающий небоскреб. Вот наша первая остановка за пределами Понте. Вот пример заброшенного здания, а через дорогу захваченное здание. Теперь я расскажу вот про это здание, Сен-Жозе. Оно находится в таком состоянии с 2002-го. Владелец вернулся сюда, когда узнал, что в ЮАР будет проходить чемпионат мира по футболу. Он приехал сюда, чтобы восстановить здание и заработать на нем во время чемпионата. Когда владелец здания приехал, он увидел, что здесь уже живут люди. Но он не стал сам разбираться с гангстерами. Вместо этого он подал в суд на администрацию города.
поскольку это ответственность администрации. Предоставить людям другое жилье вместо захваченного дома. Дом выглядит таким опустошенным, так как здесь распространен местный наркотик ньяопи. Ньяопи — это смесь марихуаны, героина, крысиного яда и антиретровирусных препаратов. Зависимые люди забирают отсюда все, что можно продать, в основном металл, просто чтобы купить себе этот наркотик. Раньше тут были рамы в окнах. Вы не поверите, но внутри вообще не осталось никакого металла. Они растащили все. Потрясающий, значит, у нас здесь райончик. Вообще, самое главное в этом районе — это вот то вот заброшенное здание, где живут люди. Вот там видно, просто там нету ничего, кроме стен, и полотенцами вместо окон они там закрывают эти пролеты, готовят на кострах там себе еду, но проблема в том, что наши проводники не хотят туда идти. Говорят, там наркоманы, там опасно, там людям нечего терять, и они непременно нас убьют и вообще будут злыми, агрессивными, и там можно идти только с вооруженной охраной. И то предварительно с этими прекрасными людьми договорившись. Вот. Поэтому в это потрясающее здание мы, к сожалению, попасть не сможем, что очень обидно. Ну а вот так вот выглядит так называемый самый опасный район Йоханнесбурга. Здесь можно вот обратить внимание, что они выглядят так довольно ничего. То есть вот, например, стоит дом, он такой чистенький, но сразу видно у него забор, несколько тут периметров безопасности, электрические вот эти вот нити вместо колючей проволоки, чтобы вот никто-то не пробрался, все вот эти вот шипы. И туда вот заезжает машина. То есть даже в этом опасном районе живут, видимо, какие-то более-менее обеспеченные люди, а здесь уже вот эти заброшенные здания, где бандиты и наркоманы. Ну, немножко грязновато. Как думаете, что это за место? Что там происходит? Есть какие-то соображения? Это клуб? Думаете, клуб, да? Ладно, ладно, это не клуб и не веранда, где пьют пиво. Вообще-то это бордель. Так что здесь, за этими высокими стенами, оказывают секс-услуги. Такая вот стратегия у хозяина, нацеленная на болельщиков чемпионата мира. Он подумал, что любой немец, который увидит эту вывеску, заинтересуется и попробует зайти. И уже там увидит, что это за место. Большинство пабов, борделей и ресторанов в городе называются в честь какой-нибудь страны, которая участвовала в чемпионате 2010-го. Это просто такой маркетинг. Тут вам и камерунские заведения, и нигерийские, и индийские. Все это просто маркетинг, подготовленный к чемпионату мира. В Южной Африке происходит больше всего изнасилований в мире – 132 случая на 100 тысяч человек. В период апартеида судили только за изнасилование белых женщин. В результате в обществе сложилось мнение, что насилие над чернокожими женщинами – это часть жизни. В полицию обращаются единицы. Долгое время эту проблему в стране предпочитали не замечать, как не замечали эпидемию ВИЧ. В стране проживает больше всего в мире носителей вируса, почти 8 миллионов человек. При этом зараженных женщин больше, чем мужчин с тем же диагнозом, 26% против 15%, а среди секс-работников ВИЧ-положительных почти 60%. Южноафриканцы долгое время верили, что ВИЧ – это яд, который привезли с собой колонизаторы из Европы. И вылечиться от заморской болезни можно не у врача, а у какого-нибудь местного колдуна. Что уж говорить, если даже бывшая министр здравоохранения страны предлагала лечить от СПИДа лимоном, чесноком и оливковым маслом. Катастрофической ситуацией озаботились только после того, как в 2005 году от пневмонии, вызванной СПИДом, умер старший сын Нельсона Манделы. Сейчас в ЮАР ежегодно заражаются ВИЧ 240 тысяч человек. Будьте осторожны, осмотритесь вокруг, прежде чем достать телефон. Потому что они вырывают телефоны прямо на улице. Вы видите, насколько этот район отличается от того, где мы были только что. Разница в том, что эти здания не захвачены. Ими управляет очень хорошая компания, которая называется Итемба. Итемба на языке зулу означает «надежда». Начиная с 2006-го они инвестируют в недвижимость, восстанавливают здания и превращают их в приличное жилье. Дальше вы увидите и другие здания вроде этого.
Потому что здесь люди не стали ждать помощи от государства, а взяли все в свои руки и улучшают район своими силами. С проблемой превращения жилых районов в гетто сталкиваются и в экономически благополучных странах. Обязательно посмотрите мой ролик из Парижа на эту тему. Да, в столице Франции тоже есть проблемные районы, где высокий уровень преступности, но французы не закрывают на это глаза. Они начали строить новое комфортное жилье, чтобы привлечь в район платежеспособное население. Для реконструкции старого комплекса складов пригласили хороших архитекторов, и сейчас здесь возникла новая точка притяжения. Также в район провели трамвайную линию. Удивительно, но во Франции не пытаются решить транспортные проблемы с помощью убогих маршруток, как в ЮАР или России. Здесь нам есть чему поучиться у французов. Район, в котором я нахожусь, он считается одним из самых опасных в Йоханнесбурге. И здесь вот говорят, что лучше не передвигаться без сопровождения, может всякое случиться. Кстати, пока мы гуляем, даже подъехал полицейский, несколько людей подошло к моему сопровождающему и спросили, вообще все ли нормально, что это такое. Подходит охранник, подъехала машина полиции, полицейский спросил, точно ли у нас все нормально. Потому что район действительно небезопасный, особенно для белого человека с камерой. Вот. Ну, бедненько, грязненько, народ вот в основном торгует здесь чем-то. Ну, и вот здесь вот много промышляют всяких карманников, жуликов, которые могут вот доставить неприятности. Многие выступают за полную легализацию. Запрещено законом здесь только продавать траву. Если тебя поймают за продажей, тебя арестуют. ЮАР сегодня – это один из крупнейших производителей и потребителей наркотиков на африканском континенте. Ситуация значительно ухудшилась после крушения апартеида. Во многом потому, что ожидания лучшей жизни у людей не оправдались. Вот, видимо, и стали искать утешения в наркотиках, которые к тому же стоят копейки. Например, 1 грамм самого популярного наркотика в стране, марихуаны, можно купить в среднем за $4. Это примерно 300 рублей. Еще один фактор – ослабление контроля в стране и на границах. Наркодилерам стало проще доставлять запрещенные вещества потребителям. 3 года назад Конституционный суд ЮАР разрешил взрослым жителям страны употреблять марихуану дома. Но торговля и продажа наркотического вещества остается незаконной. Чаще всего здесь крадут что-то на улице, либо дерутся. Из-за ковида ситуация ухудшилась. Все закрылось, и люди стали разворовывать закрытые магазины. Представь, в стране локдаун, ты закрыл свой магазин и сидишь дома. А в это время кто-то взламывает твой магазин и все выносит оттуда. Сейчас странное время. Неизвестно, на что люди готовы пойти, они ведь тоже хотят есть. Многие потеряли работу и теперь пойдут на что угодно, чтобы заработать. Некоторые нелегально торгуют алкоголем и все такое. И ситуация продолжает обостряться. А что будет, если я пойду гулять здесь один, без вас? С такой прической, с камерой в руках, это опасно? Конечно, по камере они сразу поймут, что вы не местный. Попробуют этим воспользоваться. Но если вы будете идти уверенно, как будто хорошо знаете это место, никто вам ничего не сделает. Потому что у людей здесь есть ощущение принадлежности к сообществу. Если что-то произошло и вам нужно привлечь внимание, есть специальное слово – «вимба». На языке зулу это означает «держите его». Если ты крикнешь «вимба», люди увидят, кого ты преследуешь. Они догонят его, начнут бить. Пока не убьют или пока полиция не приедет. Я видел, как толпы сами убивали преступников. Например, насмерть забивали камнями. Они так делают, чтобы избежать дальнейшего развития событий после преступления. В Йоханнесбурге белое население составляет около 16%. Многие европейцы после падения режима апартеида предпочли уехать из страны. Так называемое бегство белых – явление не уникальное. Подобное произошло, например, в американском Детройте. Но если там город пришел в упадок из-за экономических проблем, то в случае с Йоханнесбургом виноваты процессы политические. Те, кто все-таки остались, живут в пригородах за 2-метровыми заборами с колючей проволокой и круглосуточной охраной. Но не всем так повезло, если вообще можно так сказать о жителях Йоханнесбурга.
Малообразованные белые не смогли найти работу и были вынуждены переехать туда, куда раньше принудительно выселяли черных. Здесь грязь, бедность, болезни и отсутствие надежды на лучшую жизнь. Мы приехали в трущобу, где живут белые. Мой муж работал здесь, а потом его уволили. Так мы здесь и оказались. Территория здесь, мне кажется, где-то 36 гектаров. Где-то так. Нас здесь сейчас больше 300. Даже больше, если считать людей, которые живут там, сзади. Во время локдауна нам предоставляли еду на 300 человек, но нас здесь уже больше. Здесь у нас небольшой магазинчик. Там местный магазинчик. Да, они принимают карточку. Ближайшая школа в 3 или 4 километрах отсюда. Некоторые дети ходят в школу пешком, а некоторых довозят. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здрасте. Это стандартное жилье здесь. На 2 человек. У них здесь проведено электричество, поэтому они могут смотреть телевизор, готовить и все такое. И обогреватель тоже электрический? Да. Туалет всегда снаружи. Готовите ужин, да? Да. Тост с кетчупом. Да. Жареный тост. Получается, это и есть весь дом? Да, только вот эта комната. А чем вы занимаетесь? Где работаете? Я сейчас не работаю, у меня серьезное воспаление в животе, видите? Поэтому мне выплачивают небольшое пособие. Немного, но жить можно. Мы благодарим Бога за это. Бог дал нам крышу над головой, электричество, дал нам все, что мы имеем. Бог за нами присматривает, это точно. Мы благодарны Ему за это. А кто-то помогает вам? Может быть, государство? Да, я получаю пособие от государства. А сколько получаете? 1890 рендов. В Южной Африке мы вообще привыкли то, что трущобы это черные, потому что у белых с деньгами получше. Ну, это еще с прошлого века так повелось, но оказывается в Африке есть и белые трущобы. Я никогда их не видел, но в Южной Африке, говорят, есть 3-4 таких вот зоны, где живут преимущественно белые. Вот в той зоне, где нахожусь я, на окраине Йоханнесбурга, 90% населения трущоб это белые люди, которые по тем или иным причинам оказались вот за чертой бедности, они вот вынуждены жить в таких вот домах, очень бедных, буквально там из строительного мусора они их собирают, какие-то вагончики, еще что-то. Но, что интересно, никаких конфликтов вот с черным населением здесь нету, как они говорят. Трудности социальные, финансовые трудности, они выше каких-либо расовых конфликтов. Такие вот домики. И вот чувак тоже себе делает дом. Чувак собирает себе дом из какого-то строительного мусора, каких-то старых, я даже не знаю, что это такое, какая-то мебель старая или еще что-то. В общем, дома, они, да, все такие тут собраны из не пойми чего. Мы называем его осликом. Понятно. Снизу разжигается огонь, и так мы получаем горячую воду. Водонагреватель ослик. Раньше он работал от электричества, судя по всему. Когда-то в лучшие свои времена, а теперь на дровах. Вот, можно использовать и греть воду вот таким надежным способом. А это обычно. А это бак для хранения воды. На случай, если прорвет трубу, всегда можно прийти за водой сюда. Потрясающе. Как много белых южноафриканцев живут в таких лачугах, точно неизвестно. Одни СМИ называют число 400 тысяч, по другим сведениям их гораздо меньше, порядка 42 тысяч человек. В любом случае, здесь важно понимать, что живущих за чертой бедности черных в ЮАР гораздо больше. Собака. Да, здесь у нас много животных. Некоторые местные очень любят животных. О, слушай, это вообще такой домик у нее, маленький-маленький. Это ваш дом? А она не слышит. Да, это ее дом. А она одна в нем живет? Нет, с ней живут ее сын и дочь. Получается, они втроем здесь живут. Да.
Этот дом уже почти разваливается. А для него сейчас строят новое жилье. Этот дом горел. Потому что до того, как нам провели электричество, люди жгли дома свечи. А вот здесь люди перерабатывают мусор, видите? Люди собирают на переработку пластик, бумагу, алюминиевые банки. Тут каких-то не очень добрых собак держат все. И там еще одна выскочила. Там какие-то там совсем недобрые собаки. Вот здесь они готовят на огне. Вот народ готовит. Видите на домах номера? Эти номера даются домам, когда туда кто-то въезжает. А когда нам привозят одежду или еду, они раздают все это по талонам, на которых написан номер дома. Так они понимают, сколько здесь народу и сколько нужно продовольствия или одежды. Здесь они разговаривают между собой, социализируются. Это тетя Санти. А это ее дом. Собак у нее нет, поэтому мы и смогли к ней зайти. Это ее кухня. А там у нее гостиная. Там спальня. А там сзади спальня ее дочери. Вы живете здесь со своим сыном? Нет, со своей внучкой и все. Ну, по местным меркам прям такая зажиточная семья. У них несколько комнат, у них вот какой-то диван. А сколько вы уже живете здесь, в этом месте? Где-то 5 лет. Вот у кого нету денег на газ, готовят на таких вот ведрах. На ужин будет вкусная кашка. Что-то подгорело, по-моему. Нет, нет, это ослик. Давайте я покажу вам, как он работает. А, это греют водичку. Кто-то решил помыться. Ух ты, нифига себе. Вот так нагревают воду каждый вечер, чтобы помыться. То есть вот для того, чтобы им помыться и добыть горячую воду, они берут туда этот вот бак и подогревают его на каком-то мусоре. То есть это горит пластик. Это пластик, судя вот, ну, вот, во-первых, черный дым и воняет так. Видите, вот все трубы, вот сейчас нагревается вода, идет туда вовнутрь, где у них душевая, и они там все это делают. И они обжигают здесь еще какие-то вот такие вот горшки. Пахнет горелым пластиком. Да. Да? Да, это горит пластик. Это очень мило, разумно. А дети сидят и греются в этом дыму. То есть тут реально воняет, но дети как будто такой вот романтический вечер у камина, а здесь романтический вечер около какого-то бидона с водой, который подогревают, сжигая пластик. И такие вот закопченные дети сидят здесь и отдыхают. И так страшный район, а когда еще понимаешь вот какие-то проблемы, но об этом здесь никто не думает. Здесь думают о том, как найти денег на еду и какие-то совсем бытовые проблемы уж, а здоровье, экология, что-то остальное, это все остается уже на заднем плане. Ну, конечно, картина такая страшная. Это такой вот большой дом, он поделен мебелью, какими-то перегородками, здесь живет 6 человек. Такая вот кухня, но у них есть электричество, по крайней мере, вот что-то там готовят. Вот так вот выглядит проводка. Все это смотрится, конечно, так страшновато. Ну вот спальня. Это моя комната. Меня тоже фотографируете? А, тут еще кошечка. А здесь ванная. А, это ванная. Здесь теплая вода, которая нагревается в бойлере. Сейчас покажу. Можете потрогать, она даже скорее горячая. Да, да, понятно. А в том кране холодная вода. Горячая. Так вода нагревается даже сильнее, чем в электрическом бойлере. Так, это вот им здесь раздают одежду. Мы только что накормили 350 человек и раздали им одежду. Вообще-то она еще привозит нам новую мебель. Всякие светильники в дом, в общем, все для дома. Люди узнают о том, чем мы здесь занимаемся, и спрашивают, можно ли как-то поучаствовать. Я заезжаю к ним забрать вещи и везу сюда.
Она единственная, кто привозит нам одежду, еду. Да, мы стараемся помогать, как можем. Кажется, что они привыкли так жить и ничего не хотят менять. Да, здесь есть некоторые развлечения, да и жизнь выглядит лучше, чем в соседних странах, но детей жалко. Вряд ли они смогут в будущем получить хорошую работу и выкарабкаться из этой нищеты. Наше правительство, вот моя проблема. Правительству на нас наплевать. О каких-нибудь знаменитостях они, может, и заботятся. Но на бедных им наплевать. Посмотри на дорогу. Ее просто нет. Дорог нет, воды нет. Все, что у нас здесь есть, это электричество. И никто вам не помогает. Никто. Здесь рядом электростанция, но наши люди там не работают. Там работают приезжие из других регионов. Вот в чем проблема. Простите, а что такое Russian Viana? Вот русская, а вот венская. Видишь? А, типа хот-дог. Да. А почему именно русская? Русская значит русская. Вроде колбасы. Да, как колбаска. Колбаска, понятно. Это салон красоты. Заходите. Тебе нужно подстричь, я подстригу тебя. Да. Да? Да нет, я шучу. Хочешь подстригу? Нет. Почему? Попробуешь нашу стрижку? Может быть, в другой раз. Сколько у вас стоит стрижка? Стрижка 20 рендов. И сколько вы зарабатываете в месяц? Очень мало, может быть 300-400 рендов. Нам бы не помешали спонсоры. То есть денег не хватает? Да, денег на жизнь не хватает. У меня дома 4 детей, я человек семейный. Но должен все время проводить здесь. Понятно. Дурбан очень интересный город. История города началась во времена колонизации, когда британцы приехали колонизировать этот регион. Они привезли сюда рабочих из Индии на плантации сахарного тростника. Провинция Квазулу-Натал – крупнейший центр производства сахара в Южной Африке, и так было многие годы. Дурбан – третий по численности населения город ЮАР. Известен он прежде всего как популярное место для серфинга. А еще Дурбан – самый большой индийский город за пределами Индии. Сегодня в ЮАР проживает 1,5 миллиона человек индийского происхождения. Большинство из них являются потомками наемных рабочих кулли, которых белые колонизаторы в 19 веке привезли для работы на сахарных плантациях. В период апартеида индийцы были причислены к категории небелых. Их так же, как и черных, переселили в резервации. Добро пожаловать на стадион Мозес Мабида. Один из стадионов, который мы построили для чемпионата мира. Он назван в честь одного нашего героя, нашего идола в борьбе с апартеидом, которого звали Мозес Мабида. Вы наверняка помните непрерывный рев вувузел, символа чемпионата мира по футболу в ЮАР. Если забыли, я вам напомню. Громким этот чемпионат был не только из-за оглушительного гула африканских дудок, но и критики в адрес чиновников. Мол, потратят миллионы на никому не нужные стадионы, в то время как половина населения страны живет в нищете. Изначально затраты на проведение мундиаля оценивали в $300 миллионов. В итоге уложиться в первоначальную сумму не удалось. Совсем. Бюджет ЮАР не досчитался $3,5 миллиардов. Это только по официальным данным. По неофициальным на чемпионат потратили все 7 миллиардов, то есть более чем в 20 раз больше. Своих денег государству, конечно же, не хватило и пришлось брать кредиты. Заработать Южной Африке на чемпионате также не удалось. Большие надежды возлагали на туристов, но они не приехали. Во многом из-за последствий мирового финансового кризиса 2008 года, а еще из-за страха огрести от местных маргиналов. И не без оснований. Во время чемпионата грабили и болельщиков, и журналистов, и даже самих футболистов. Местное население улучшение условий жизни также не почувствовало. Если до чемпионата в 2006 году на сумму меньше $2 в день жили 34% южноафриканцев, то после чемпионата в 2009 году это число подскочило до 43%.
Но есть и хорошие новости. Построили новые дороги, реконструировали аэропорты. Жаль только, что до чемпионата этим никто не занимался. Вот это вот потрясающее здание, похожее на торговый центр, это главный вокзал Дурбана. Выглядит он, честно сказать, стрёмненько. Но чтобы все понимали, что это вокзал, здесь стоит какой-то вот ретро-паровоз. Судя по расписанию, сегодня поездов нет. Но вообще железные дороги здесь не пользуются какой-то особой популярностью. Сейчас посмотрим, может просто расписание не работает. Where is police station? Remember? Remember? Here is a police station. И вон там сидят менты. Говорят, здесь опасно. Мой друг говорит, что идти туда нельзя, что нас ограбят, потому что вокзал это страшно, но все равно придется идти. Ну а что самое страшное может случиться на вокзале? Самое страшное, нас могут ограбить и убить. То есть хуже ничего быть не может. Пока вокзал, кстати, не выглядит опасным, несмотря на то, что охрана вон стоит. Здесь людей нет. Вот здесь проблема в том, что какой-то странный вокзал. Ну, если поезда не ходят, то что? Вообще людей нет. Особенно у кого-то хорошо бизнес идет на закрытом вокзале. Но они не теряют надежду, продают что-то. Вот там сидит какая-то грустная женщина. Такой вот здесь рыночек около вокзала. Вокзал засранный и не работает. Да, вокзал, есть над чем работать. Никого. Все закрыто. Центр Дурбана довольно унылый. Все вымерло, никого нету. Вообще довольно грустно. Это, кстати, такая проблема, вот что делать с деловыми районами. Как в России есть проблема спальных районов, которые вымирают в будние дни, когда все едут в центр на работу, но у нас редко бывают именно такие деловые центры. А в Америке, вот здесь вот в Южной Африке, они делают, так называемые, деловые центры, где кроме офисных зданий ничего нету. И они вымирают, соответственно, в выходные. В России с этой проблемой не знакомы, потому что у нас рабочие места, они так смешанно расположены, у нас нету чисто рабочих центров городов. А в Штатах, вот этот так называемый даунтаун, или здесь, например, в Дурбане, в Южной Африке, это выглядит довольно стрёмно. Никого нет, кроме бездомных, каких-то алкашей. И вообще все пусто. И выглядит это жутковато. А еще вдоль моря у них тут идет железная дорога. Прямо как в Феодосии. Или прямо как в Махачкале. Это замечательный подземный переход под железнодорожными путями. Так вот выглядит здесь насрано. Люди ходят здесь в туалет. Ну, так вот. Не самое приятное место. Зато здесь есть он стульчик, на котором должен сидеть охранник. Охранник решил не сидеть, потому что здесь воняет. Так, а вот музей, но он что-то, похоже, закрыт. О, поезд! Внезапно. Я думал, здесь уже все рельсы с***ли, но нет, поезд! Ну, чисто теоретически можно было здесь немножечко убраться. Потрясающий у нас тут пляж. Дурбанский пляж. Собственно, за этим люди едут сюда, вот на другой конец света, чтобы оказаться в этом шикарном месте. Здесь вот потрясающий пляж. С песок, как видно, ласковое море и вид на яхт-клуб. И здесь народ сюда приезжает на машинах, отдыхает, смотрит, ну и немножко гадит. В принципе, это здесь никого не смущает, поскольку мы в Африке. Кстати, из интересного, обратите внимание, здесь видите, у них осталась какая-то историческая ограда. Вот ограда красивая, но вокруг пиздец. Конечно, они засрали, это надо постараться. Кстати, чувствуется, что здесь люди пешком не ходят. Действительно, люди, кто пользуется этим здесь яхт-клубом и всем остальным, они пешком не ходят, поэтому здесь нету тротуаров. А вот я решил прогуляться пешком, и все это сопряжено с определенными трудностями и лишениями. Какие-то засранные пешеходные переходы, какие-то алкаши, маргиналы, горы мусора. В общем, когда ты идешь пешком, открывается совершенно другой вид на город, который, по идее, не должен открываться человеку, у кого здесь есть деньги. Потому что эти люди ездят только на машинах и не соприкасаются с этим вот миром. Вот. Так быть, конечно, не должно. Город должен быть чистым, удобным для всех, а не только для тех, у кого есть автомобиль, как мы знаем. А здесь вот видите, люди приезжают там на пикнички, становятся на машины. И вот такой вот здесь чистый, не очень пляж. А там огромный Дурбанский порт. Вообще в Дурбане с историческим наследием все довольно грустно. Но что интересно, здесь под железной дорогой были сделаны подземные переходы с такими вот довольно сложными и красивыми порталами. Сейчас они, конечно, все заброшены, засраны, загажены, но тем не менее вот остались как напоминание о былом величии. Сейчас, конечно, такой красоты уже
не делают. Вот. Ну и здесь народ, вот, видно, там сидит и употребляет наркотики. Это центр Дурбана. Выглядит, кстати, очень по-американски. Тут вот есть несколько исторических зданий. Это Сити-холл, мэрия местная. А напротив такие стоят бездушные коробочки. И рядом опять вот такой вот исторический. Вот это такой контраст, который прям очень характерен американским городам или даже австралийским. Можно, наверное, подумать, что мы где-то в Австралии. Какая-нибудь Аделаида, например. Но мы в Африке. Кстати, в Дурбане есть закон, который запрещает сносить здание, которым старше 100 лет. Если вдруг вам попалось такое здание, вы обязаны его восстановить. Сносить его нельзя. Но они могут себе это позволить, потому что зданий старше 100 лет здесь не очень много. Вот такая потрясающая площадь. Ну, а мы так по-урбанистически можем обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, здесь довольно такое классное мощение. Практически вот все мощение в центре — это либо плитка, либо кирпич. Прямо как в Амстердаме. Смотрится это довольно круто. Плюс здесь хорошие и вот исторические лавочки. Обратите внимание, вот, что они удобные. Вот сегодня делать удобные лавочки практически разучились. Дизайнеры и архитекторы, они начинают выпендриваться, соревноваться, делают какие-то странные формы. Им кажется, что все это должно быть модно, как-то стильно и необычно. Об удобстве никто не думает. Вот местный Сити-холл. Такая вот красота. Конечно, странно вот это вот соседство, когда стоят здесь бетонные коробки. Королевский отель. А тут такой вот Сити-холл. Все-таки историческую среду не ценили не только в России. Оставили отдельные здания, которые по их не представляют ценность, и настроили какие-то коробки. Тут некоторые заброшенные памятники архитектуры показывают невероятные возможности голубей. В общем, если за голубями не убирать, они могут насрать реально горы говна на карнизах. И никакие вот эти вот шипы, которые тут сделали, они никак не помогают. Так вот, все засрали. А, кстати, историческое здание. Вот. А рядом с заброшенным историческим зданием сразу начинается рыночек. Это так вот очень по-африкански, такой вот живой колорит. При этом это не довольно легальный рынок. Видите, они здесь поставили специальные навесы. Да, здание красивое, но здание почему-то засрали. Сейчас пойдем на рынок, где продают все необходимое для шаманских различных обрядов. Говорят, там есть трупы почти всех животных, обитающих в этих краях. Там есть различные коренья, порошки, в общем, все, что нужно, друзья, для магии. Единственная проблема, на этом рынке нельзя снимать. Я постараюсь сделать это аккуратно, потому что это не туристическое место, это настоящий шаманский рынок. И посторонних там не жалуют. Здесь можно посмотреть, насколько изобретательный народ. То есть, ну, тут топоры, рогатки, какие-то копья. Это из канистр, это, говорят, клизм они делают. Я не знаю, зачем столько клизм. Это такие примитивные из ведер водонагреватели. Такие совсем примитивные. Сейчас мы чуть дальше отойдем. И есть еще одна такая небольшая особенность. Здесь орут все эти колонки. Сейчас я покажу. Кто-то украл упаковку и теперь ее здесь продает. Видите, это от порошка, от каких-то макарон упаковка. Отовсюду играет музыка, сложно записывать. В общем, местные покупают эту упаковку и используют ее как скатерти, как клеенки. А упаковку, ну, либо воруют, либо, может быть, это была ненужная, не знаю, берут с заводов. Вот. Вообще купить можно все, что угодно. Тротуары превратились в развалы различного барахла. Главные клиенты мультимаркета, так он называется, это целители сангомы. Здесь они закупают ингредиенты для своих снадобий. Оборот рынка более 70 миллионов долларов в год. Это около 5 миллиардов рублей. Такая ненаучная медицина признана в ЮАР наравне с доказательной. По данным Всемирной организации здравоохранения, народными средствами лечится примерно 80% жителей Африки. Тут птички. Но они такие сушеные птицы. Вот тоже птицы. Ну и опять, да. Птички, змеи, чье-то копыто. Что вы делаете? Что говоришь, друг? Что это такое? Это кости.
Лев, слон, и все они из большой пятерки. Чувак перемалывает кости в муку. Получается такая мелкая соль. Ну, например, если дети ночью плачут, можно взять эту соль, нагреть. То есть, если ребенок ночью плачет и не может успокоиться, нужно ему дать перемолотые кости из различных животных. Слон, леопард, носорог, но здесь непонятно, что он толчет на самом деле. В Питер-Марицбурге потрясающие маршрутки. Но они, в принципе, не только здесь, они везде. И вот едет зазывало и зазывает народ в светлое будущее, который едет на этих маршрутках. Нормального общественного транспорта, как это часто бывает, здесь, конечно же, нету. Ну, зато здесь потрясающие кирпичные тротуары. Что не может не радовать. Видите, такая вот красота. Вот он едет, и в каждой маршрутке специальный человек, который из окна ловит пассажиров. Пушка, памятник, видимо, каким-то британцам, и небольшой рынок с китайским барахлом. Есть потрясающий парк в центре Питер-Марицбурга, где народ приходит употреблять наркотики. Вот. Они сидят, бухают какой-то вон пивас, и тут так вот немножко насрано, но очень мило. Все палят, чтобы я, конечно, не снимал, приходится снимать так немножечко это. Ну, здесь народ вот стоит на входе уже. То есть народ просто сидит на траве, курит траву. Все об этом знают, целый парк забит. При этом это не какие-то такие наркологии, а это с виду студенты в основном. Но они как все очень на камеру плохо реагируют, поэтому я так немножко поснимал. Но вот здесь вот хорошо видно. То есть они приезжают на машинах, даже из-за забора вот они пахнет травой, вы даже не понимаете как. Вот. Ну вот можно видеть за моей спиной. Они все палят. Естественно, я иду здесь как белый. Все сразу палят, что я иду, и все сразу видят, что я что-то снимаю. Они так прям показывают, что нельзя снимать. Ну, процент 90% это студенты. Есть там какое-то количество таких вот, типа, как уже совсем опустившихся бездомных и так далее, но в основном народ приличный. И целый парк курит траву, пьет пиво, все это в каком-то там мусоре, но вот тем не менее. Потрясающее место. Сити-холл в окружении всякого такой говна архитектуры конца прошлого века. Этот город известен случаем, который, как считают, перевернул жизнь миллионов индийцев. В конце 19 века в ЮАР отправился работать юристом Махатма Ганди, один из главных идеологов борьбы Индии за независимость от Британской империи. Июньским днем он отправился в командировку в Йоханнесбург, купил билет первого класса на поезд, потому что он ведь юрист, получивший образование в Лондоне, но вскоре, как поезд тронулся, пассажиры в этом вагоне начали возмущаться, что не белый пассажир едет с ними в одном вагоне. Они пожаловались кондуктору, и на следующей станции, на ближайшей станции, Ганди просто вышвырнули его и его багаж, вышвырнули из вагона. Этот случай повлиял на философские взгляды Ганди. Он выработал принцип сатьяграха – ненасильственное сопротивление. То есть через мирные демонстрации, сидячие забастовки и голодовки. По его мнению, отказ от насилия превращает противника в союзника. Насильственное же действие приводит к еще большему насилию. Здесь был красивый фасад исторического здания, а потом подъехал какой-то магазин и все закрыли. Да. И вот там такая же история. И все это очень напоминает Аделаиду. В общем, Ганди здесь должно быть вот стыдно за то, что они натворили с фасадами исторических зданий. Все закрыли каким-то говном. Вот. На пешеходной улице решили сделать парковку. В общем, здесь вот все могло бы быть хорошо, но, как видите, ценить историческую архитектуру они не умеют. То есть, с одной стороны, если сохранить какие-то детали, вообще чудом, да, например, вот эти вот металлические колонны. Вот, и какие-то есть такие вот есть викторианские домики. А с другой стороны, они берут и все закрывают какими-то непонятными конструкциями, и совершенно за этим никто не следит. Вот. Ну и вообще все довольно грязно. То есть уже под вечер куча бездомных роется на почему-то парковки, вот разбитые тротуары, есть такой проход.
целом, огромный парк с наркоманами прямо за мэрией хорошо характеризует этот городок. От былого величия не осталось и следа. Точнее, следы остались, но они уже заросли травой. Ну, смотрите, да, здесь какое-то историческое здание, еще что-то, вот какой-то банк старый. А тут уже какое-то новое говнишко они строят. И повсюду все раскурочено, какой-то мусор. Очень все это неухоженно, есть грязь. Вот здесь вот были деревья. Деревьев, конечно, не осталось. Вместо деревьев остались вот одни пеньки. И повсюду вот адский срач. Ну, на фоне, конечно, других африканских государств здесь еще, конечно, полный порядок. Но я бы не стал называть это Европой, как некоторые говорят, да, что Южная Африка — это у нас прямо Европа. И вот сохранились старые заборы. Дракончики. Вот. А это парковка для лошадей. Сюда можно было приковать своего коня, и вот они до сих пор это сохраняли. Теперь можно приковать сюда свой велосипед. Еще вон потрясающие дракончики остались. Прогулку по Кейптауну я начал со знаменитого квартала Бокап с цветными домиками. Они были построены в 18 веке выходцами из бывших голландских колоний. И здесь мы опять возвращаемся к цвету в архитектуре, насколько осторожно с ним надо работать. В каком таком районе, где малоэтажная застройка, где нет исторической застройки, да, вот несколько кварталов цветные, они смотрятся более-менее там интересно. Вот. Но здесь вот очень важно знать меру, потому что когда у нас огромные районы так пытаются раскрашивать, а в этом уже нет ничего хорошего. А здесь только вот они сделали несколько улиц, и получилась даже такая вот туристическая достопримечательность. И на фоне природы, вот эти вот маленькие цветные домики. Вот так вот это все выглядит. Я много раз проводил аналогию, что цвет в архитектуре — это как цвет в одежде. И очень важно, куда вы одеваете, да, потому что можно одеться на карнавал, да, вот это улица Карнавал. Но карнавал каждый день быть не может, иначе сойдешь с ума. То есть весь город таким, конечно же, быть не может. Недавно это место было объявлено национальным наследием. Это означает, что все эти многоэтажки, которые построили здесь вокруг, здесь уже строиться не будут. Так они пытаются сохранить исторический облик этого района. Прекрасно, что теперь это место считается национальным наследием. И когда мир снова откроется, больше людей захотят приехать сюда и посмотреть на это историческое место. В Кейптауне находится знаменитая кофейня в таком стиле стимпанк. Как вот здесь все выглядит. Бариста, костюмчиков. В общем, для любителей темы обязательно к посещению. Мне это такой стиль не очень нравится, но народ сюда приходит и смотрит на это уже как на такой уже стал туристической достопримечательностью. Сама эта кофейня. Интерьер. Они занимаются обжаркой кофе. Прямо здесь они обжаривают, и прямо здесь они его готовят. Тут у них обжарочное, тут стоит оборудование, вот этот вот огромный ростер. На улице Кейптауна стоят вот такие вот пепельницы, то есть такая огромная массивная конструкция. Сейчас, по-моему, какая-то тумба, чтобы на тротуар никто не заезжал. Но это пепельница. Видите? Вот. Мне кажется, такая пепельница может целый год собирать окурки. А вообще, друзья, бросайте курить. Если вы курите, бросайте курить и начинайте бегать. Центр Кейптауна — это такая вот мешанина из зданий исторических, зданий новых. Конечно, никто здесь даже не думал о какой-то исторической среде, чтобы ее как-то сохранить. Такой типичный американский город, да. Вот это вот такая вот американская градостроительная культура. Вот здесь вот совершенно неожиданно в самом центре Кейптауна надземный пешеходный переход. Непонятно, зачем он здесь нужен, потому что внизу он дублируется обычным наземным. И они взгромоздили какую-то над дорогой
какую-то сложнейшую конструкцию, дорогую, по которой, естественно, никто не ходит. Кстати, в таких местах очень хорошо проводить эксперименты. Можно посчитать, сколько людей идут по так называемому безопасному внеуличному пешеходному переходу и сколько людей переходят дорогу по земле. Вот здесь будет, наверное, 99% идут по низу. Наверное, есть какой-то странный чувак, кто будет подниматься по лестнице, и то, видимо, так подкачать немножко ножки, если кому-то охота карабкаться по лестнице. В общем, какое-то супер странное решение, непонятно, зачем они это сделали. Ну окей, может быть, мэр Кейптауна хотел денег на этом переходе, не знаю, загадка перехода. Ну и круто, что снизу, опять же, все в кирпичиках. Посмотрите, как здорово. Как говорится, ничто пи***овое не чуждо Кейптауну. Часто в России мы видим, что исторические здания сносятся, на их месте лепят торговые комплексы, а иногда застройщик так вот издевательски сохраняет фасад. Да, мол, я же сохранил историческое здание, чего вы от меня хотите? Примеров таких много. Вот вам Уфа, а вот вам Тамбов. Но есть еще и Кейптаун. Вот у них здесь была какая-то улица с какими-то сказочными домиками, такими красивыми, интересными. И они все нахер снесли, оставили, видите, только фасады и залепили какой-то гигантский торговый комплекс. Да, в общем, вот так вот выглядит пи***ц. Делать-то, конечно, нельзя, но... В общем, очень грустно, очень грустно. Если проводить аналогию, это как взять животное и мотивировать тем, что вы сохраняете животное, отрубить ему голову, сделать чучело и повесить на стену, сказать, ну я же сохранил животное. То же самое с этими зданиями. Здания, конечно, убили, и вот осталось только такое вот напоминание. Немножечко урбанины, такая пешеходная улица, даже можно сказать проезд. И обратите внимание, вот как круто, они просто сделали светильники разного, они все разного наклона стоят на разном расстоянии. И выглядит это очень классно. С одной стороны деревья, с другой стороны такие вот красивые фонари. И все, и сразу улица превратилась в такое вот чудесное место, где приятно находиться. Добро пожаловать в Лангу. Ланга — это, возможно, один из старейших тауншипов в Южной Африке. В следующем году ему будет 100 лет. Это исторически значимое сообщество, отражающее свободу Южной Африки. Вы наверняка знаете об апартеиде в Южной Африке. Ланга была проектом, который позже перерос в апартеид. В эпоху апартеида за пределами крупных городов строились поселки, куда выселяли небелых жителей. Сегодня в таких пригородах проживает до 60% всех безработных в ЮАР. Ланга считается одним из самых безопасных пригородов Кейптауна. Здесь проживает около 70 тысяч человек. Это было особым кварталом во времена апартеида. Здесь размещалась дешевая рабочая сила. Людей просто забирали и привозили сюда на автобусах. И женщинам здесь жить было нельзя. Это была зона только для мужчин, потому что дешевая рабочая сила — это в основном мужчины, строители, которые построили все эти здания в городе. А когда Южная Африка стала более свободной, сюда стали пускать женщин и детей. И поселение стало расширяться за счет грузовых контейнеров и деревянных построек. Эти дома сейчас сносят, потому что их жителей, около 500 человек, переселяют в квартиры. Квартиры с нормальным электричеством, водопроводом, санузлом и 2 спальнями. Это то, о чем я говорил, с бедностью и трущобами стараются бороться, переселяя людей в лучшие условия. Разрыв между бедными и богатыми очень большой. Я думаю, преступность есть везде. Я жил в Германии и часто слышал там о грабежах на улице. А Кейптаун невероятно разрозненный город в плане доходов. И в такие места, как Ланга, особо никто не вкладывается. А СМИ распространяют много лживых новостей, так что нельзя верить всему, что они пишут. Как видите, многие стены покрашены, и никто их не испортил. Напротив, люди хотят, чтобы их дома покрасили.
Это отлично, потому что это становится общественной инициативой. А это что? Это общественный душ. А почему он такой защищенный? В Южной Африке все защищенное. А это один из местных художников. Он из Йоханнесбурга, но живет с нами здесь, в Ланге, в Кейптауне. Вот тут лежат некоторые его работы. А на стенах разные другие авторы. Некоторые живут в таких контейнерах, потому что особого выбора у них нет. Это дом на одну семью? Да, или может на одного человека, а может быть и до 4 человек. Мать, отец и 2 детей. Вот кто-то живет в контейнерах, при этом тут контейнеры, они делятся на 2. То есть в одном контейнере 2 двери, и посреди еще стоит перегородка. Они из одного морского контейнера делают двухкомнатную. Это как таунхаус. О, можно посмотреть, да? А, вот, собственно, как выглядит домик в половине контейнера. То есть тут кровать, кресло, ну, такая маленькая кухонька и холодильник. И все. Здесь потрясающую голову барана, так вот, я не знаю даже, как это сказать. Зачем она это делает? Она глазирует мясо. Она говорит по-английски? Нет. А, ну ладно. Она нагревает железо, и жар от железа передается мясу, и таким образом мясо готовится. То есть она как бы глазирует мясо. И потом эту голову можно продавать. Нет, 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 потом ее нужно отправить в воду. Она станет мягче, и тогда ее уже можно есть. Сколько стоит одна такая голова? 80 рендов за целую голову. 80 за целую и 40 рендов за половину. Он набирает дрова и идет нагревать свои инструменты. Вот чему можно позавидовать в Южной Африке, так это потрясающим дорогам. Сколько я здесь не катаюсь, я не видел ни одной плохой дороги. Все дороги просто в идеальном состоянии. Как мало нужно для счастья. Просто хорошие ровные дороги. Смотрите, да? Идеальный асфальт, нормально сделанные обочины, вот лотки для воды, уклон, вот все в полном порядке. Знаки, вот красота неимоверная. Когда едешь из Кейптауна на мыс Доброй Надежды, открываются просто фантастические виды. Считается, что это одна из самых красивых дорог. В мире, кстати, друзья, не так много красивых дорог. Есть знаменитая трасса вдоль берега океана, когда едешь из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Есть знаменитая океанская дорога в Австралии. И есть вот дорога здесь, в Южной Африке, когда едешь на мыс Доброй Надежды. И тоже она просто невероятной красоты. Когда вот путешествуешь только ради потрясающей дороги. Потому что посмотрите, какие открываются виды. Это ли не сказка? Хо-хо-хо, какой пляж просто. Вы посмотрите, друзья, песок гигантский. Я не знаю, здесь метров 500, наверное, шириной. И океан, и такая красота вокруг. Значит, вот это вот животное, спит. Он вылез и обоссался. Посмотрите на него, посмотрите. Угу, да. Вот, они очень, кстати, добрые. Это морской лев или кто? Это морской котик. Морской котик, вот. В общем, это морской котик, который вылез погреться. И вот этот обоссался, этот просто жрет здесь рыбку. Они очень милые, добрые. Вот он прямо так вот. Да. Смотри, сейчас покажу кое-что. Вот чувак здесь показывает представление на что. Давай. Вот он практически дрессированный, тут эти котики. Вот такая вот милашка.
Могу. Могу, Бимон. Come. I show you. Могу. Могу. Look. Могу, Бимон. Могу. Могу. Оп. Оп. Могу. Такая вот милашечка. Оп. Оп. Так. Конкуренция за туристов. Мыс Доброй Надежды, вопреки стереотипу, не самая южная точка Африки. Таковым является мыс Игольный. Он на 150 километров восточнее. Мыс Доброй Надежды стал важной точкой на пути из Европы в Азию, но в середине 19 века был открыт Суэцкий канал, который обеспечил более короткий путь из Средиземного моря в Индийский океан. С тех пор мыс Доброй Надежды потерял свое прежнее значение. Остались фантастические пейзажи и очень поэтичное название. Дорога на мыс Доброй Надежды непроста. По таким вот отвесным горам. У меня есть только такое чувство, что я куда-то не туда зашел. Потому что скала все более отвесная, а идти непонятно как. Та-дам. В общем, есть версия, что я не дойду и что я пропаду. Что станет с моими любимыми зрителями моего YouTube-канала? Держитесь там, друзья! Ветер сильный, как во время кимона. Ветер очень сильный, невозможно ничего сказать и рассказать. Это мыс Доброй Надежды осенью. К сожалению, главная достопримечательность — Столовая гора в облаках. Вот такая вот красота. Наверху светит солнце, а внизу только облака и ничего не видно. Не получится насладиться видами. Кстати, подъем сюда стоит 350 местных денег. Вот, это почти больше 2000 рублей. Почти 2000 рублей стоит сюда подняться на канатной дороге. Но если вы хотите сэкономить, у вас много здоровья, сюда есть различные маршруты. Можно по тропе, вроде как где-то 2-2,5 часа, в зависимости от подготовки, занимает подъем на Столовую гору. Такая вот тут наверху красота, природа, вон все обустроено. Очень здорово, но с погодой не повезло. Ничего не видно. Кстати, посмотрите, насколько деликатно и аккуратно здесь наверху сделали дорожки, из-за того, что это заповедник. И они вот здесь постарались, чтобы природу не портить искусственным вмешательством. Да? То есть, например, ограждение — это такие вот шнурочки почти незаметные и металлические такие столбики. Все очень такое нежное и деликатное. Указатели и свет сделаны в таких вот бетонных тумбах. Также дорожки тоже сделаны бетонные. И когда вот на все это смотришь в общем, ты практически не замечаешь вторжения сюда человека. То есть вся инфраструктура, которая здесь есть, она сделана очень бережно и аккуратно по отношению к природе. И гулять вот здесь вот
одно удовольствие. У нас часто, когда особенно речь идет о каких-то природных достопримечательностях, человек не умеет деликатно туда вторгаться, делать какие-то пестрые, не знаю, крашеные заборы, там асфальтируют дорожки или какой-нибудь цветной плиткой. В общем, делают так неуместно и грубо. А здесь, в Южной Африке, все предельно аккуратно и деликатно. Есть чему поучиться. Вот смотрите, видите, аккуратненькие эти столбики, шнурочки, а здесь уже начинается вот красота, которой можно любоваться. Ну и сейчас, конечно, золотое время, потому что практически нету туристов здесь из-за коронавируса, из-за того, что сейчас еще такой не сезон, туристов нет, и можно наслаждаться природой без толп людей. Да, тут карта Кейптауна. Аэропорт. Гора. Лайнсхед. Сигнал. И мыс. А вон мыс Доброй Надежды. На протяжении многих десятилетий в ЮАР проводилась бесчеловечная политика апартеида. Хотя эти жуткие законы отменили более четверти века назад, барьеры по-прежнему разделяют южноафриканцев по цвету кожи, что в свою очередь определяет качество их жизни. И когда я говорю о барьерах, то имею в виду в том числе совершенно реальные заборы. Граница между жизнью бедных и богатых видна невооруженным глазом. Огромная часть населения по-прежнему живет в трущобах. Просто теперь нищие пригороды перестали быть только черными, а богатые кварталы исключительно белыми. Если вам понравился мой рассказ, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Скоро здесь выйдут новые ролики из моих путешествий по России и миру. Теперь вы их точно не пропустите.